делимся с вами. Мы в первую очередь обмениваемся опытом друг с другом, ну и заодно то, что у нас получается, мы пересказываем вам. И, как говорит мой друг инопланетный гость, это все не финансовая рекомендация. Ну, а как обстоят дела с торговлей, он сейчас сам нам расскажет и покажет. Хочется всех поздравить с юбилеем. 2 месяца, как мы ведем наш эксперимент. 17 апреля мы начали, сегодня уже 17 июня 2025 года. Все делаем в онлайн-режиме. Каждый день делаем обзор. Дорогой робот нам это все демонстрирует. Ну и сразу перейдем к тому, что получилось за это время сделать. То есть в общем получилось у меня сделать за 2 месяца 45%. И, как мы уже вчера обговорили, удалось закрыть ту сделку, в которую я влип в прошлую пятницу. Рынок вначале пошел против меня, затем немного консолидировался и, наконец-то, пошел в рост. В понедельник я закрыл, и сегодня у нас вторник, делаем обзор. Сегодня уже сижу в новой лонговой сделке. Зашел я на 13,135, уже в небольшой прибыли сижу. И хотел проконсультироваться с тобой насчет возможных целей. Пока стоит 14,1. Как ты видишь линк и что скажешь? Хотел еще добавить, что зашел я вот здесь вот, да, сегодня днем зашел здесь, потому что видел, что вроде как идет подтверждение вот этого уровня ключевого, и поэтому зашел, думал, что будет отскок, зашел в лонг. Но как мы хорошо разработали, и робот подсказал, что оставил определенную сумму на усреднение, и, соответственно, получилось снизить входную точку на 13,135. У нас видно, что если наклонную линию провести, то по-прежнему мы еще не вышли из шортовой ситуации, и поэтому твои лонговые отскоки, они не всегда в твою пользу, назовем это так, да, но у нас здесь четко просматривается, конечно, поддержка, и вот ее можно прорисовать где-то вот на этом уровне. И самое важное, на данном этапе ее не потерять, потому что, уже довольно давно я транслирую то, что переломным моментом являются точки, откуда мы пошли к самому нижнему уровню и откуда мы пошли к самому верхнему. Но мы сейчас к самому верхнему вернемся. А здесь сейчас мы видим, что в виде поддержки у нас была вот эта линия 12,911, она удержала, и мы сейчас консолидируемся, назовем это так. Это дневной таймфрейм, это довольно среднесрочный такой анализ, но мы с тобой обратились к нему, чтобы рассмотреть цели. И вот теперь уже откуда мы пошли к последнему максимуму. Это вот отсюда я обычно прорисовываю зеленым эту линию, и теперь мы можем посмотреть, что 13,689 на данном этапе будет ближайшая твоя цель. Я перейду сейчас на 4-часовой таймфрейм, да, и мы пересмотрим, насколько это совпадает. Смотри, здесь еще мы можем найти, цель выше, да, это ближайшая, как я уже сказал, но когда мы двигались вот по этой траектории вниз, здесь было оставлено несколько имбалансов ценой, которые сейчас не перекрыты. И начиная вот отсюда, все будет зависеть, естественно, от того, как будет развиваться события и геополитические, и другие, то есть принятия какие-то крипторынка. Но пока давай будем с тобой основываться на 13,689, а следующее будет это максимум предыдущий, ну и следующее уже будет вот этот вот имбаланс. И кто смотрел нашу вчерашнюю историю, помнит, что я довольно неудачно здесь принял решение зайти в шорт, после чего весь рынок стоял, а монета Magic росла. Но я отлонговал здесь несколько и получил прибыль, не зафиксировав убыток в шорте, да, то есть мне достаточно моего депозита, тех рисков, которые я соблюдал, оказалось достаточно, чтобы у меня сохранился депозит. И на сегодняшний день был повтор похода, который я тоже поймал. Поймал не на всю высоту, поймал я где-то вот эту свечу без тени. Вот, и
несколько раз думал зайти, еще раз не зайти в лонг, но ситуация неоднозначная, весь рынок красный, за исключением магика, один магик у нас зеленый. И сейчас ожидаю я все-таки, скажем, приближение к тому, чтобы вернуть немножко свои позиции в шорте, найти, где уже я буду уверенно понимать, что у нас действительно сменился тренд, а это где-то будет вот в районе этой синей линии у меня. Но раньше, чем пробой вот этой оранжевой, я не планирую рассматривать. Опять, ну, стоит мне усредняться или нет, я пока не понял, да, но отскок в лонг возможен вот от этой синей линии, насколько я планирую рассматривать, но тут надо будет хорошо подумать о подтверждениях. Как минимум, вот где-то здесь, может быть, между этими линиями торгану в лонг еще раз. Но вообще думаю, что после такого роста и при таком рынке красном, как у нас, в принципе, все монеты, включая и топ-2, это биткоин и эфир, я думаю, что все-таки один магик против всего рынка не будет идти вверх. Ну, я, по крайней мере, так думаю, но как будет, так будет. И тогда, раз уж я затронул наши поводыри, давайте к ним и перейдем и посмотрим. Сегодня были новости там про, скажем, отправку, ну, якобы отправку вооруженных сил там на помощь на Ближнем Востоке. Не знаю, кому они там собирались помогать. В общем-то, новости сыграли какую-то такую роль снижения графика, но мы говорили о том, что график похоже на то, что будет тестировать еще нижние зоны вплоть до 102. У меня здесь такая жирная оранжевая линия, но мы дошли до 103 700, где у меня зеленая линия, и пока еще отскочили в ожидании следующей порции новостей. Будем ли мы продолжать снижение, не скажу. Все зависит, опять же, сейчас от этого новостного фона, как азиатская сессия воспримет эти новости, что они задумают за ночь, потому что порою просыпаешься утром и понимаешь, что, может быть, лучше было ночью не поспать, можно было бы достаточно прилично заработать. Однако, ну, нужно ночью отдыхать, а днем уже там обращаться к тому, что показывают графики и дает рынок. И перейдем к эфиру. Вот эта поддержка у нас удержала, но насколько надолго, будет ли она еще тестироваться еще раз, и будет ли пробиваться вот это в районе 102 400, и повторно ли обратимся мы к этому имбалансу, ну, покажет время. Ну, а эфир, да, эфир следит за новостью, что держатель, который 10 лет, в общем-то, назад заработал эфир и решил его продать, 2000 эфиров, облетело и, наверное, тоже как-то повлияло на решение того, кто продавал сегодня эфир. Я считаю, что, в общем-то, за эфиром довольно серьезный еще поход наверх, но вот он в этой консолидации остается и пока вроде как не выходит. Я прорисовал 3 линии, куда, вероятно, при негативном сценарии будет опускаться эфир. Это 2.262 у меня, 2.0, ну, 2.09 и 1.9. То есть вот такие 3 зоны, где можно, кто не в позиции спотовой, да, могут поставить отложки, и в случае, если вдруг серьезная какая-то негативная новость появится на рынке, вполне можно будет по хорошей цене зайти в эфир. И также еще, что нам отражает настроение рынка, Total 3 капитализация, это капитализация альткоинов без эфира и биткоина. Она у нас, ну, скажем, в самом таком, на мой взгляд, негативном развитии событий должна, ну не должна, а может протестировать вот эти 2 зоны 799 и 788. У меня получилось их отрисовать. Это не абсолютно точное графическое отображение зон, но это такие более крупные, сильные места, куда может опуститься капитализация Total 3. И отсюда уже я ожидаю, ну, снижение доминации биткоина и рост потихонечку, а может быть даже и активный рост альткоинов на каких-то позитивных, хороших новостях, знаете, всем миром криптовалют и так далее. Вот. Но для этого должны быть условия, должен оставаться на плаву биткоин, снижаться его доминация и расти капитализация альткоинов. Да, волатильность мы затрагивали, она выросла сегодня на 2,8%. Но это все равно не так много, то есть самые волатильные события все-таки еще нас ждут впереди. И в какую сторону, ну, мы увидим. Если вопросы у наших
зрителей. Было бы хорошо, если бы они написали в комментарии, также сообщили, на каких монетах они торгуют и какую монету они хотели бы рассмотреть, и мы с удовольствием поделимся своим видением. В основном это сделает дорогой и любимый робот. Ну и встретимся завтра.